Телец, 2024 год. И я приветствую вас, мои дорогие любимые тельцы, на канале Таро Эспирационе. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. И в этом видео мы будем смотреть именно на вас. Ваша личность будет в центре внимания. Давайте мы посмотрим, что обещает для тельцов 2024 год. И мы узнаем мир собственности, имеется в виду, каковы материальные блага сейчас и что у нас будет ожидать в 2024 году, чем мы будем владеть. Любовь посмотрим, личную жизнь, общение и, как и, может быть, со служивцами, общение в социуме, общение с соседями, с родственниками, работа, творчество, амбиции, карьеры, достижения. Все посмотрим, то, что касается лично вас. И я так надеюсь, что, посмотрев видео, переложив на какую-то свою практику жизни или на свои достижения, что вы планируете, может быть, совершить, будет определенная подсказка. Итак, первая карта — вы и ваша личность. Вот давайте мы посмотрим для вас, мои дорогие тельцы, что будет значить 2024 год. Будем доставать карты по мере надобности. Итак, что для вас? А вот так, карта шута. Знаете, не сглупить. Сразу говорю, с чем-то не просчитаться. Вообще, конечно, чаще всего по этой карте какие-то новые начинания. Но знаете как? Все-таки придется вам быть материалистами, мои дорогие тельцы, правда? В этой колоде карт Золотого Таро, у нас, кстати, сегодня колода карт, я не сказала об этом. Здесь напрямую нам говорят дурак, правда? Мы можем с чем-то просчитаться. Описание этой карты идет таково, что женщина с бубном идет, громко поет песни, привлекая к себе внимание. Вот буквально так интересно, необычно звучит эта карта. И тут, понимаете, к себе внимание нам сразу говорят, привлекать как будто не нужно. Хотя сама по себе карта предполагает, что какое-то новое начинание все-таки оно у нас будет. Видимо, будут обстоятельства для вас как будто сами по себе, словно в диковинку или в новинку. Или вы окажетесь в такой ситуации, видимо, может быть, в 2024 году, которую даже теперь не можете распланировать. И быть рациональным, где-то, вот как я сказала, не привлекать внимание, так, может быть, не торопиться со своими суждениями. Ведь это старший аркан, он нулевой аркан. Он нам не говорит о чем-то конкретном, но он говорит, что на вас будут влиять какие-то события извне, ситуации, обстоятельства, может быть, какие-то турбулентные события из разряда, которых мы не можем изменить, которые буквально приходят в нашу жизнь, и нам нужно с чем-то провзаимодействовать. Что-то мы и упустить не должны, понадеявшись на удачу. Правда, какой-то холодный расчет, рационализм и материализм. Наверное, это будет важно в течение всего года. Давайте мы еще посмотрим. Вы и ваша личность. Семерка жезлов нам говорит, что могут, кстати, люди где-то провоцировать, ведь это у нас карта соревнования, но именно в этой колоде, обратите внимание, нет противоборства какого-то. У человека жезл, а все остальное нам даже людей не показывают, то есть просто сами по себе жезлы стоят. Значит, кто-то, с одной стороны, может провоцировать ситуацию, которая будет напоминать, какой-то конфликт или где-то, мы говорим, есть такая фраза «не действуй мне на нервы». Вот тут могут специально действовать на наши нервы, специально для того, чтобы мы как-то проявились, для того, чтобы, какую-то провокацию устроить. Карта говорит лишь о том, что держись позиции стороннего наблюдателя. Сначала отступи, понаблюдай, сделай выводы, дай развиться, может быть, той ситуации естественным путем, которая уже имеет как будто место быть. Не суди быстро, не суди сгоряча, а те предложения, которые тебе поступают, дели надвое. Может быть, не поддавайся первому какому-то посылу, когда что-то предложили. Будь реалистом. И какую-то дистанцию мы не должны увеличивать. Мы можем как поддаться какому-то импульсу или начинать, допустим, действовать каким-то прежним путем. А тут вот не получится. Тут методы придется пересматривать, мои дорогие тельцы. Почему? Потому что нулевой аркан.
Как будто прежний опыт, ну не то чтобы забыть, но в каких-то совершенно иных методах нам придется это использовать. Давайте мы еще достанем карту, сама по себе мелкая. Мы должны вот действительно, как вот в этой карте, обратите внимание, это колесо фортуны. И нам показана семья и отец семейства, как будто поддерживает огонь в очаге. Именно отец семейства. Чтобы этот огонь не обжигал, но и с другой стороны, чтобы он согревал и горел вечно. Вам придется быть, ну, где-то великими дипломатами, чтобы это еще один старший аркан, и нам подтверждает где-то первую карту, говоря, что да, будут влиять события на вас. И по колесу фортуны это любые события, это какая-то неожиданность может быть и не раз в течение года. И, видимо, от того, что будет приходить в вашу жизнь или какая обстановка будет вокруг вас складываться, вам нужно будет и действовать каким-то определенным методом. Что-то вы заранее не просчитаете. Телец не любит такое, но нам как будто, вам, мои дорогие тельцы, придется научиться плавать. Вот в таких новых условиях жизни. Или это словно какая-то игра жизни, когда правила устанавливаем тоже не мы. Понимаете, это будет важно. Но важно будет поддерживать вот этот самый огонь или, иными словами, как-то правильно реагировать на то, что приходит в вашу жизнь. Давайте мы посмотрим. Мир собственности или материализм сам по себе. Знаете, мы можем сталкиваться с теми людьми, или, может быть, обстоятельства таковы, когда много информации, когда сложно будет сразу сделать какой-то вывод, вот нам говорят. В принципе, скучать будет некогда, потому что то, что мы услышим, допустим, в один день утром, и то, что мы услышим вечером, будет совершенно коренным образом отличаться. Поэтому и выбрать какой-то определенный фарватер. Кому доверять, может быть, вот такой вопрос встанет. И мы говорим про материальные какие-то блага. Может быть, на начало года есть какая-то турбулентность, когда я не знаю, как мне поступить. Вот может быть такое. Или я не знаю, как мне быть. Я не знаю, допустим, в какое-то дело вкладывался, но я не вижу, чтобы оно продвигалось именно так, как я запланировал. По пятерке жезлов, сама по себе карта, я ее называю информационного хаоса, пусть не в этой колоде, но в целом она очень точно, вот эта фраза обозначает как раз пятерку жезлов, но это также еще и много людей. Может быть, обстоятельства какие-то вас вынуждают либо куда-то отправиться, либо вы будете просто, как знаете, будет отчасти где-то расти ваша популярность, или, мои дорогие тельцы, вы будете в центре внимания. Может быть, и люди-то разные, которые вас окружают, помните, наверное, у каждого своя задача и свой интерес. Где-то нам карта говорит в первую очередь, если мы говорим, как действовать, да, мы ведь смотрим на материальный мир, мир собственности, а вот не торопиться. И еще одна карта, которая говорит, отступи полшага назад и наблюдай. Вот ты пронаблюдаешь, и у тебя вот эта картинка, она полностью перед глазами, как будто сама по себе сформируется. Вот тогда ты и будешь делать какие-то выводы. Что семерка жезлов, что пятерка жезлов. Это и есть какая-то турбулентность. Как и с людьми, так и с информацией. Вот как будто так. Идем дальше. А что же еще? Материальное благо, что начало? Может быть, какая-то и пауза, кстати. Или, может быть, начало января, а где-то и февраль. Смотрите, если мы говорим 2024 год, если мы говорим про китайский календарь, это год дракона, он у нас наступает с 10 февраля, поэтому вполне вероятно, если вот рассматривать по китайскому календарю, январь – это еще тот месяц, который принадлежит предыдущему году. И вообще, в принципе, планетарно еще на январь может быть какая-то раскачка, может быть еще какая-то неопределенность по всем сферам жизни. Еще словно, знаете, темп не набрала природа, наша жизнь, обстоятельства, но постепенно будут складываться уже какие-то более конкретные предпосылки, но на начало вам говорят точно, если по пятерке жезлов, как будто ты не торопись. И мы смотрим ведь на материальное благо. Значит, если мы говорим о каких-то покупках или, может быть, сделках, здесь мы больше все сохраняем. И вообще по четверке
мечей нам говорят, мы складываем оружие, мы куда-то не спешим, приводим мысли в порядок, пытаемся разобраться, что же происходит вокруг нас. Вот все карты об этом практически. Хорошо, каковы же перспективы наши на материальное благо? Давайте узнаем. Ну вот так, победа. Шестерка жезлов. Что бы вы тут ни планировали на 2024 год, и нам говорят, да, будет где-то непросто, будут и паузы, будет и какая-то сумятица, может быть, нарочито вас будут где-то сводить словно с пути истинного, вы можете думать одно, а люди вас словно отвлекают и пытаются переключить на что-то другое. Видимо, свой собственный стержень, но я думаю, тельцу не занимать уверенности в себе, вот следует держать. Тогда и победа как будто материальная в получении этих самых материальных благ нам как будто уже гарантирована. Давайте мы посмотрим общение и отношения с родственниками, с близкими людьми. Это имеется в виду наша семья, братья, сестры, друзья, соседи. Как будет складываться? Карта отшельника, мои дорогие. Ну, по отшельнику понятно, что несмотря на то, что общения будет много, информации будет много, карта сразу, это старший аркан, говорит, вот телец, если поставит перед собой какую-то задачу, как будто будет очень важно не отвлекаться. Может быть, вас и будут где-то дергать в разные стороны, да, или много дел, какая-то многозадачность, кстати, может быть, или, знаете, большой поток информации. Для вас будет важно тот путь по отшельнику, это мудрец, который, в принципе, к нему могут и, кстати, обращаться. Он распутывает какие-то сложные, знаете, ситуации, или он знает ответ, как поступить в том или ином вопросе, как правильно приложить, может быть, куда, в какую сторону усилия. К нему обращаются именно люди за советом. Но и ваша-то позиция, она может говорить о чем? Что вы просто устанете, может быть, от своего окружения, может быть, захочется где-то уединения. Кто-то из вас, может быть, переезд осуществит, и вы будете проживать, ну, как бы так, вам захочется какой-то, ну, если не обособленности, то отдыха от людей. Вот такое может быть. Почему? Потому что есть какой-то план. У отшельника всегда есть свой путь, который, ну, он его личный, он отличается от людей. И вы будете на своей волне. Я бы не сказала, что для вас, мои дорогие тельцы, какое-то вот близкое даже общение будет очень важно. Тут какая-то ваша тема, ваша личная, когда вы больше будете заняты, может быть, работой, самореализацией, решением денежных вопросов. Нам об этом сказали. У вас все получится, уже как будто карта победы. Но до этой победы нам придется и как постараться, а может быть, где-то хладнокровно оценить обстановку. Ну, где-то и заминки могут быть. Быть терпеливым, внимательным, прозорливым. Поэтому есть о чем подумать. Есть и то, что мы не должны как будто себе навредить. И, может быть, вот это немногословность. Отшельник, он, если и говорит, то он говорит сразу в точку, как будто, да. Он говорит сугубо по теме. Он не приемлет пустых разговоров. Его не интересуют сплетни. Его не интересует то, что, в принципе, оно не имеет какой-то реальной почвы в нашей жизни. Или тут все-таки по отшельнику идет элемент благородства. Вот, видимо, это благородство вас может и заставить пересмотреть ближайшее окружение, которое вы, в принципе, можете поменять, как и в связи с переездом. Для кого-то так проиграется, а для кого-то дело не в переезде, а потому что я очень занят или занята, у меня есть более серьезные задачи, а для кого-то из вас будет сама по себе усталость, потому что я не хочу условно пустого общения. Вот такое может быть. Вам захочется где-то и абстрагироваться вот от людей, которые у нас по нулевому аркану, которые меня словно сбивают с моих настроек. Не хочется уделять внимание тому, что малоценно, несерьезно, или то, что, ну, похоже на какую-то суету. Ой, суетой у отшельника точно нет. И что я хочу сказать, вам никто не мешает. Вот я люблю эту карту за то, что практически нет помех.
И если мы говорим в общении, что бы тут люди ни думали, вы все равно какую-то свою канву или свое дело вы определенно осуществите. Вам, в принципе, никто не помешает. Давайте мы еще посмотрим отношения с близкими. У кого-то, правда, совпадет переезд, у кого-то будет смена круга общения, даже того, что мы называем очень близкое общение. Почему? По шестерке мечей у нас часто проходит смена работы, или наш сам по себе переезд, или смена окружения именно из-за работы. У кого-то это произойдет как релокация офиса, или когда вы просто измените работу, или измените направление вашей деятельности. Эта карта заслуженного успеха, понимаете, оно вам выпадает на общение. И здесь, если начинается у нас как будто с отшельника, да, вот я один, и есть у меня какой-то мой тезис-план, назовем это так, и я его буду осуществлять. И вот приходит этот успех. Видимо, в течение года для вас будет более важны ваши достижения, нежели вот даже, может быть, прежде, да, вы часто какие-то посиделки, разговоры по душам. А здесь нету ни про посиделки, ни про по душам. Пока нам ни одна карта, кстати, какого-то праздника не выпала, мои дорогие тельцы. Как будто вот как для этой победы по финансам, по нашему миру стабильности придется поработать. Но я думаю, тельца этим не удивишь, это правда. Так и по окружению как будто не захочется того наносного и ненужного тоже. Или какие-то более серьезные планы у меня есть. Для кого-то, если мы говорим про переезд, может совпасть тот переезд, который очень далеко. Вы окажетесь в другой стране, где в принципе говорят на другом языке. И пока вы отстроите какой-то ближайший круг, с кем вы можете общаться, ну, дружить и так далее, да, должно пройти время, пока вы узнаете друг друга или как-то уже сможете себя чувствовать более свободно в новой местности. У кого-то проиграется и так. А у кого-то подобная ситуация сложится просто по работе. Пока я узнаю, допустим, коллег, сотрудников, пока я разберусь, кто из них чем дышит, пока они меня правильно где-то будут воспринимать. Опять же, должно пройти время. Но карта нам уже говорит о том, что успех вам как будто обеспечен. И успех, и популярность, практически осуществление ваших каких-то планов, мои дорогие. Все, что касается взаимодействия в социуме, с обществом, с ближайшим окружением. Никто не мешает, и я иду своим каким-то путем. Давайте мы посмотрим. Любовь, мои дорогие тельцы. Правда, кто-то выйдет замуж, кто-то женится, почему нет, кто-то влюбится. По королю кубков такое может быть. Кто-то из вас как раз личной жизнью вплотную тоже займется. Но я бы сказала, работу-то вы не забросите. Построение какого-то материального благополучия, об этом нам тоже сказали. Но и личная жизнь у вас не будет. Ну, так, на последнем месте стоять факт. Мы говорим про любовь. А что еще про любовь? Давайте достанем. Будет где-то, может быть, и сложновато. Десятка жезлов нам говорит, что если будет, не забывай как будто отдыхать. У нас может быть, посмотрите, усталость из-за того, что много информации. Или у кого-то это проиграется усталость, потому что какая-то многозадачность на работе. Или когда еще в каких-либо вопросах мы можем приходить домой просто выжатый, как лимон, правда? Поэтому десятка жезлов нам сразу говорит: отдыхай. Но я могу сказать, если мы смотрим на личную жизнь, да, будет усталость, но у нас выпадает король кубков, и поэтому будет как будто человек, мои дорогие тельцы, который будет вам просто-напросто помогать. По крайней мере, какую-то часть рутины работы, может быть, и домашней. Может быть, если у вас действительно есть такие доверительные отношения в семье, вас будут поддерживать, понимаете? Вам будут стараться где-то идти навстречу и облегчить, может быть, даже вот этот рутинный домашний где-то труд. И вы будете за это благодарны. Давайте мы еще посмотрим. Любовь и личная жизнь, мои дорогие тельцы. Будто какой-то выбор надо сделать тельцу, двойка мечей, причем сделать его нужно хладнокровно, рационально. Может быть, это, знаете, какая-то тупиковая может сложиться ситуация, когда мы однозначное решение
вынуждены принимать. Как будто шли мы куда-то, да, и уперлись в какую-то стену, и от этой стены продолжение не следует. И либо налево, либо направо. Вот какая-то развилка судьбы. У вас может быть по двойке мечей, и мы всегда от двух мечей должны оставить один. Это и называется туз мечей, или я называю выход из лабиринта. Вот какая-то такая ситуация может быть у вас, ну, отчасти по личной жизни. И я так думаю, для вас, для тех, у кого, может быть, эта карта касается как раз тех отношений, которые не сложились, нет взаимопонимания. Я тогда могу предположить, что вы встанете перед конкретным вопросом, следует ли продолжать, или, может быть, уже мы оформляем де юре, если по факту отношения уже закончились как таковые. Но я так вижу, что это скорее будет для тех, кто именно, ну, как-то не сложился прежний союз. Как будто с этим тоже надо будет что-то делать, поэтому и выбор может быть. А у кого-то может быть выбор по части даже личной жизни, но сопряжено еще и с работой. Переезжаем или не переезжаем, ведь такое тоже может быть на личной жизнь. Если мы говорим про людей семейных, может быть, по работе так складывается, что удачнее, удобнее, продуктивнее, более с материальным каким-то подсмыслом, перспективным, следует, правда, переехать или сменить место жительства, и вы тоже тогда будете обдумывать, нужно мне этим заниматься или нет. Давайте мы посмотрим с вами, хотя для, вот я как сказала, для людей семейных, да тут все прекрасно. Для тех, кто в паре, как раз вы будете чувствовать поддержку. Давайте мы достанем карты, карту такую, и назовем ее для тех, кто в сложных отношениях. Вот мне хочется эту двойку мечей добавить. Для тех, кто в сложных отношениях. Да, правда, вы можете решиться завершить какие-то отношения, если к этому уже были прежние какие-то предпосылки. Давайте мы посмотрим, достанем с вами карту для тех, кто один или одна. Будет ли знакомство для вас, новая любовь? Знаете, мои дорогие тельцы, нет, вот не случайно отшельник, как будто я никому не верю, и есть какие-то сомнения, страхи, которые, может быть, от прежнего союза остались, или то, что вот как бы не дает радоваться от чистого сердца, вот знаете, радость, которая от души, вот. Может быть, и отношения какие-то были. Нам ведь не говорят карта страхов, нам не говорят про новое знакомство. Но как будто есть сомнения. А откуда могут быть сомнения? Это из прошлой жизни. Значит, где-то мы не должны переносить какой-то прежний шаблон на свою личную жизнь теперь. Иначе это нам будет мешать просто-напросто познакомиться. Ну, давайте, вот я упрямая, я достану. А вариант знакомства-то сам по себе будет для вас, тельцы? Знаете, тут бы я сказала так, не столько какое-то новое знакомство, как человек из прошлого, какие-то прежние, может быть, отношения, которые существовали какое-то время, а потом, ну вот как в небытие ушли. И о себе человек может напомнить, написать, позвонить, встретиться. Или судьба вам может подарить еще одну встречу, когда совершенно случайно вы столкнетесь с человеком, пойдя в магазин, например, или он вам напишет, или пошли в какую-то инстанцию решать вопрос, и случайно там в виде чиновника видите, ух ты, а я тебя знаю, называется. И такое может быть. Именно прошлого какие-то отношения нам показывают. И, видимо, они могут возобновиться, как будто заново. Или, может быть, каким-то, ну, новая какая-то алхимия близости у вас, или новый интерес какой-то возникнет именно к тому человеку, которого вы долгое время знали, или, может быть, и недолгое, но какое-то время вы были знакомы, а после этого отношения словно, ну, либо встали на паузу, либо вы друг друга потеряли. Здесь вот как будто такое может вполне проиграться, и для вас это будет какая-то новая история. Ну, давайте мы пойдем дальше и посмотрим карьера, амбиции, достижения, мои дорогие тельцы. Что для вас в 2024 год? Каков он будет? Итак, карьера, достижения. Король мечей. Ну, тут у нас показан король, который борется буквально с драконом. Это карта удачливого человека, дела, работа, бизнес, построение карьеры, решение вопросов
с финансами. Поэтому уже как бы предвещает успех. Для кого-то из вас это будет получение новой должности, для кого-то из вас есть возможность вообще свою карьеру очень высоко построить, какую-то хорошую перспективу заложить. Для кого-то из вас достижение, если мы говорим в целом, есть возможность, если это необходимо, например, взять кредит, если ипотечный, или наоборот, какой-то кредит закрыть. Пусть там тут материально ведь тоже есть победа, правильно, мы смотрели с вами. Так вот здесь практически, если мы более рациональны, судя по всем картам, именно больше где-то хладнокровия, выдержки у вас будет. Вообще у вас нет эмоций, обратите внимание. Вам единственная про эмоции карта выпала на личную жизнь короля кубков. Все остальное, ну, ни разу не про эмоции. Вот такой как будто год, знаете... Может быть, это и будет свидетельствовать как раз об этом напряжении, как по десятке жезлов. Но да и возможности, видимо, требуют того, чтобы быть, ну, отчасти где-то прижимистому, может быть, и в тратах придется быть, потому что требует как будто победа или обстоятельства рационально смотреть на вещи, не ожидая, что кто-то придет на помощь, и рассчитывая, опять же, на самого себя. Давайте мы достанем еще одну карту достижения, карьера для вас. У вас очень сильная позиция. Вот я и говорю, посмотрите, здесь у нас как раз выпадает карта заслуженного успеха, шестерка мечей, и карта силы. Здесь у нас девушка, дева, прекрасная. Посмотрите, она дружит со львом. Она просто дружит. Это отчасти энергетика, как у мага. По карте мага, да, это где-то манипулятор. Но это не тот манипулятор, который жестко холодный. Нет, здесь именно лев подчиняется, потому что он не чувствует агрессии. Вот, видимо, ваша доброжелательность, умение быть, ну, где-то лояльным к миру, к людям будет творить чудеса. Вы даже в сложных ситуациях сможете договориться. Или там, где какие-то гордиевые узлы накрутились уже, или сложные ситуации возникли, правда, по отшельнику мы уже говорили, к вам могут обращаться. Ваш авторитет, мои дорогие тельцы, будет расти в течение 2024 года. Может быть, поэтому про любовь и не говорят. Сфера достижений, сфера карьеры, все то или те планы, которые вы себе наметите, абсолютно точно можно реализовать. Волшебный год. Но да, это потребует сил, потому что начаться может как с семерки жезлов, как будто ни о чем, да. Мы сказали, даже и борьбы-то нет. Это мы где-то можем быть так немножко настороже. Но вот из этой какой-то пустоты и внутреннего напряжения нам придется переложить силы на какие-то достижения, на завершенный успех и вот на совершенно другую позицию. Кто-то из вас не просто получит должность, а сменит статус. Давайте мы с вами посмотрим еще такую карту достанем. Власть. Вот конкретно власть. Нам сказали уже, да, и сила, и отчасти по королю мечей это тоже идет власть. И это, кстати, проходит как провластные структуры часто. Почему я сказала, что очень высоко можно построить карьеру, но тем не менее для вас власть. Вот вам власть. Карта император. Посмотрите, насколько сильна ваша позиция, мои дорогие тельцы. Нет ничего невозможного. Там, где нужно, вы будете магом. Там, где необходимо, как будто, да, сражение. Все-таки у нас король мечей показан, как будто он сражается. То есть, где придется отстаивать свои позиции, вы это тоже сделаете. Но в итоге вы получите карту императора. Это когда все под контролем. Это когда, повторюсь, можно построить как и высоко карьеру достаточно, как бы заложить свой собственный успех, как построить свой собственный бизнес, как изменить свой статус где-то через деньги или через власть, или у кого-то, может быть, и через личную жизнь, но все-таки личной амбиции. Посмотрите, какие карты вам выпадают. Нечего добавить. Тут только полный вперед. Давайте мы достанем карту неожиданности, с которыми вы можете столкнуться, мои дорогие тельцы, в течение 2024 года. Каковы? А вот так вот.
Вот оно, благополучие, которое, видимо, может быть не с начала года. Посмотрите, сколько карт мы с вами достали. И только где-то постепенно, видимо, от ваших приложенных усилий, хотя нам об этом уже сказали, вы получаете вот по карте императрица полное благополучие. И благополучие, мои дорогие, у вас будет. Как и где-то в работе вы можете построить, как вы можете получить высокую должность, как вы можете поменять статус. Так вы еще статус можете дважды поменять, еще благодаря как будто личную жизнь вы можете, если для кого это актуально, реорганизовать. Может быть, если вы один или одна, правда, мои дорогие, вы можете построить с новым человеком какие-то отношения. И более, или если даже это прежний человек, и какая-то была пауза, все равно семейное счастье создать. Но это не то счастье, тельцы, когда релакс, да, и можно ни о чем не беспокоиться. Здесь больше похоже на Жозефину и Наполеона, потому что император и императрица. И если мы спросили, каковы неожиданности, вот в неожиданностях у вас будут как возможности, может быть, получить должность, да, или что-то сделать для своего бизнеса, смотря вы чем занимаетесь, или каким-то коренным образом изменить свой статус в личной жизни. Все в вашей власти. Но опять же, по императрице, как и где-то по карте сила, мягкие, добрые энергии. Это в неожиданности. Огромные возможности, мои дорогие тельцы. 2 старших аркана, 3 старших аркана. Да, причем одни из лучших. Сила, император, императрица. И про благополучие, и про финансовую составляющую. И кто-то из вас может поменять жилье, может быть, даже не один раз, а дважды в течение 2024 года. Первый раз куда-то уезжая, второй раз, потому что вы будете что-то улучшать. Тут на улучшение как будто идет, видимо, уже во вторую половину 2024 года личная жизнь и достижения вы уже будете видеть результаты. Ну, а первое, еще самое начало, оно такое разное, будем говорить. Ну, может быть, и не для всех. Давайте мы достанем такую карту, что важно знать. Отпускайте все то, что уже как будто не имеет значения в вашей жизни. 13-й аркан, карта трансформации. Вы сами в трансформации. И вот почему нам говорят не сглупить, не держаться за старое. Где-то, я вот говорила, да, не привлекаем внимания. То есть пока наши мысли с чем-то мы сами не оформились, пока мы с чем-то не определились, озвучивать свои планы точно не имеет смысла. Не делайте больше одного шага за раз. Посмотрите, как к вам люди проявляются, посмотрите, какая обстановка. Будьте где-то прозорливы и внимательны, и абсолютно непроницаемы, чтобы, где-то по вашему лицу было невозможно понять, что же вы думаете, что вы запланировали наперед. Вам где-то это будет придавать, я правда скажу так, что уверенности. Потому что если нам описали ситуацию, которая может быть на начало года достаточно непростая, и если вы, мои дорогие тельцы, для людей будете как открытая книга, то тогда могут пытаться где-то и использовать. Или какие-то вы себя словно лишите каких-то возможностей двигаться дальше, или что-то будете действовать как прежде, а нам карта говорит: все, провожай прошлое, оно для тебя не имеет как будто значения, тебе нужно смотреть вперед, что-то мы не сможем изменить, и поэтому если как мы окружение пересматриваем, или люди какие-то словно уходят из нашей жизни. Отпускайте, мои дорогие тельцы, не удерживайте. Может быть, и больно с кем-то расстаться или с чем-то, или есть какая-то составляющая, которая либо она нас держит, либо мы ее держим, дорого, любимо, но не есть еще и обстоятельства жизни, которые мы тоже не сможем изменить. Это важно знать. Давайте мы тогда с вами достанем карту, что скрыто, чему мы, может быть, сами не придаем значения. Для вас будет важно, это королева жезлов. И, кстати, по ней тоже говорят хранить молчание. И она, королева сама жезлов, она и отличается тем, что она умеет хранить тайны, свои и чужие. Храните свои тайны,
храните чужие тайны. Может быть, через эти тайны. Вот как этот отшельник, он тоже умеет хранить тайны, поэтому ему и доверяют многое. А вам вот такое доверие в ваш адрес со стороны людей, вы больше будете информацией владеть. Вы будете, может быть, ваш престиж, популярность где-то через доверие окружающих, когда вы искренне, а где-то, если вы не согласны, вы сумеете правильно промолчать. На это можно даже карьеру построить, потому что как раз и строит свою карьеру королева жезлов, никому ничего не говоря, не оповещая. Она анализирует сначала, умеет работать в режиме какой-то многозадачности или больших каких-то информационных потоков, правильно определить, чему стоит уделять внимание, а чему нет. Но какая-то немногословность определенно нам помогает. Давайте мы достанем, подведем итог, своеобразную карту-совет, как нам подскажут карты вообще Тельцу на 24 год. Правда, выход из лабиринта. Вот это и есть меч, да, один или туз мечей. И посмотрите, нам как будто ангел держит этот туз мечей. Какой-то выход из сложных ситуаций, из двойственных, может быть, качелеобразных отношений. То, что следовало давно завершить, вы определенно завершите. Вот, кстати, интересно, посмотрите, я говорила, двойка мечей, да, и вам нужно будет сделать выбор, как будто один меч должен остаться. И у нас внизу выпадает карта смерти. То есть карта трансформации, когда мы что-то должны отпустить. Специально как будто не удерживать, сами себя не ранить, сами себя, ну, где-то не терзать, может быть, под тем, внутренне я имею в виду, теми событиями или теми сожалениями, которые мы не в состоянии исправить. Они не в нашей власти. Легче быть к тому, что, как и само уходит из нашей жизни, так и отпускать все то, что, ну, где-то не для нас не может существовать рядом, может быть, с нами, или не может служить нашему прогрессу, или обстановка как-то так складывается, и мы опять же на нее тоже не влияем. Быть более рациональным, где-то быть философом, благородным таким философом, для того, чтобы осуществить какой-то удивительный план, мои дорогие тельцы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.